天地，他成功了。今日乃是我浑天帝封地之时。这就是斗。 Доуди, вершина силы в мире, расколотая битвой синева небес. Все ожидают, что Сяо Янь станет богом. Однако, неужели Хунь Тяньди, главный злодей, преуспеет в этом раньше? С давних пор он охотился за всеми частями нефрита древнего императора Тоше, что открывает путь в его гробницу. Именно там должно находиться то, что откроет путь к рождению нового бога. Как сказал Сяо Янь и другие пиковые святые 9 звезд, божественная сущность исчезла из этого мира. Лишь с посторонней помощью можно было пробить этот недосягаемый барьер. Хунь Тяньди нацелился на зародышевую пилюлю, что находится в пещере древнего императора Тоше. Когда открылась обитель древнего бога, Хунь Тяньди с помощью пламени пожирания пустоты забрал зачаточную пилюлю Ди, а Джукунь занял квадрат небесного пламени. За сокровище древнего бога Тоше произошла ожесточенная битва нескольких святых 9-й звезды. Хунь Тяньди даже с помощью пламени пожирания пустоты не смог противостоять Гуюаню и Джукуню, императору драконов пустоты. Что же он сделал в итоге? Хунь Тяньди, который успел забрать пилюлю, в конце схватил пламя пожирания пустоты и бросился с ним в пространственную трещину. Увидев это, пламя, пожирающее пустоту, быстро забеспокоилось. Однако, прежде чем она сумела что-то предпринять, возникла пара кровавых трещин прямо у шеи Хунь Тяньди. Он действительно смог разделить пространство. Однако прозвучал низкий вопль, после чего вспыхнул энергетический прилив и безумно хлынул в сторону Хунь Тяньди. Мощная сила, словно огромная гора, безжалостно врезалась в спину Хунь Тяньди. Его лицо быстро побледнело, множество кровавых ран образовалось по всему его телу. Однако Хунь Тяньди и пламя, пожирающее пустоту, воспользовались моментом, чтобы устремиться прямо в пространственную трещину. В мгновение ока они исчезли. Пространственная трещина также быстро исчезла. К сожалению, все пути в царство Хунь были разрушены. Сяо Янь, Гуюань и остальные искали способ найти их. Ведь, как сказал Хунь Тяньди, когда я полностью переработаю зародышевую пилюлю божественного ранга, настанет время, когда ваши кланы Гу, Лей, Янь, Альянс Небесного Дворца и племя древних драконов пустоты полностью исчезнут из этого мира. Всему грозило истребление, но на переработку столь необычной пилюли нужно время. Не факт, что любой сумеет переработать зародышевую пилюлю божественного ранга. Гуюань произнес: «Теперь единственное, что мы можем сделать, это молиться, чтобы Хунь Тяньди не смог успешно ее переработать. Пока он не вступит в уровень бога, у нас будет возможность. Конечно, если он преуспеет». Все замолчали, их сердца дико стучали, не осознавая этого, они не хотели думать о таком исходе. Спустя месяц выражение лица Гуюаня было необычайно серьезным. Он печально сказал: «Я действительно нашел местоположение царства Хунь, но уже слишком поздно». «Что это значит?» — спустя мгновение спросил Сяо Янь. Гуюань вздохнул, его взгляд проследовал в небо над центральными равнинами. Все центральные равнины внезапно сильно встряхнулись, когда он это сделал. Это событие увидела и остальная группа Сяо Яня. Они поспешно вышли из зала и посмотрели на далекое небо. Внезапно появился черный круг света. Этот круг света распространялся с шокирующей скоростью. Все центральные равнины окутались им. Естественная энергия, которая заполнила все центральные равнины, внезапно вскипела с появлением этого светового круга. Бесчисленное количество экспертов бледнело от шока, поднимая головы и смотря в небо. В центре внимания черный свет начал дрожать. Постепенно он превратился в яркий котел, расположившийся над ошеломленными глазами снизу. Размер котла не описать, казалось, он охватил все центральные равнины внутри себя. Что же это? Выражение лиц Сяо Яня и многих других изменилось. Они чувствовали знакомую ауру среди бесконечного света. Она принадлежала Хунь Тяньди.
Гуюань крепко сжимал кулаки, когда его низкий голос достиг ушей каждого. Хунтянди уже дошел до первоначальной стадии слияния с пилюлей. Теперь он намерен использовать центральные равнины как котел, жизни как ингредиенты, мир как пламя и его тело как пилюлю. Он действительно планирует переработать эту зародышевую пилюлю божественного ранга в истинную пилюлю божественного ранга. Как только пилюля сформируется, он продвинется на уровень бога. Хунтянди, мы все недооценили его дикие амбиции. Целебная пилюля уже приняла форму, а это означает, что самый важный шаг в приготовлении пилюли был завершен древним богом Тоше. Если Хунтянди сможет завершить этот последний шаг, то имеется и возможность, что он сможет завершить создание истинной пилюли божественного ранга, медленно объяснял Сяо Янь. Мы действительно недооценили Хунтянди. Хотя зародышевая пилюля божественного ранга мощна, у него будет иметься относительно малый шанс прорваться на уровень бога. Однако, если он создаст из зародышевой пилюли полноценную, он во много раз увеличит эти шансы. Можно даже сказать, что если он фактически заполучит полноценную целебную пилюлю божественного ранга, он сможет переступить через барьер, который мешал ему в течение 1000 лет. Первоначально сомневающиеся люди услышали объяснение Сяо Яня, которого можно было считать лучшим алхимиком на нынешнем континенте Дао Ци. Хунтянди стремился заполучить не только зародышевую пилюлю божественного ранга. Вместо этого он хотел заполучить подлинную пилюлю божественного ранга. В таком случае у нас сейчас должна появиться прекрасная возможность, верно? Поскольку Хунтянди должен завершить заключительный шаг, он определенно должен будет раскрыть себя. Тогда мы вмешаемся и остановим его», — произнес Лэйин. «Так что, его можно было остановить?» «Я не знаю, какой секретный метод использовал Хунтянди, но он уже полностью слился с пилюлей. С его нынешней силой, скорее всего, даже объединившись с Джукунем, нам будет чрезвычайно трудно остановить его». Гуюань покачал головой и продолжил. «Думаю, если бы переработка пилюли не была настолько важна, клан Хунь, вероятно, уже вторгся бы к нам». Все были поражены. Ситуация становилась все хуже и хуже. В прошлом они еще могли сражаться на равных. Более того, с появлением Джукуня армия Альянса даже одержала верх. Теперь же это преимущество полностью исчезло за такое короткое время. Аура Хунтянди стала уже крайне сильной. Я ощущаю, что он в скором времени достигнет успеха. Нарушил тишину голос императора драконов Джукуня. Сердца окружающих людей сжались, когда они услышали его. «Только не говори, что мы лишь и сможем разве что смотреть, как он завершает заключительный шаг». Сжал зубы Лэйин. В его голосе была слышна злоба. В последнее время они все вели себя как черепахи, скрываясь за защитным барьером. Подобная обстановка вызвала в душе многих экспертов негодование. Формация была заложена, лишь энергии в облаках достаточно, чтобы доставить нам проблем. Даже не стоит и говорить о начале сражения между жизнью и смертью с Хунтянди. Покачал головой Гуюань. С силой Хунтянди он уже далеко не мог сравниться. Они могли лишь временно защищаться, но об атаке на него не могло быть и речи. Эксперты сжали кулаки, даже главы испытывали беспомощность в такой ситуации. Что уж там говорить о их подчиненных. Пока Хунтянди прорывался к уровню бога, Сяо Янь также был занят очень важным делом, которое могло изменить обстановку на всем континенте Дао Ци. Нет. К сожалению, второй зародышевой пилюли не было, но был другой путь. Об этом мы поговорим в отдельном видео. Теперь нам всем остается только надеяться на Сяо Яня. Только тогда у нас появится шанс перевернуть доску несчастий. Иначе с центральными равнинами будет покончено. В голове Гуюаня вспыхнул образ того молодого парня, когда он тихо сказал: «Я верю, что он создаст новое чудо». В ужасающей отчаянной атмосфере время неторопливо текло. Кровавые облака давили, не позволяя никому испытывать радости. 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, полгода. Цвет кровавых облаков все насыщался, и время от времени кровавый луч спускался на землю. За прошедшее время не возникло ни одной ошеломляющей битвы. Кровавые облака затмили половину территории центральных равнин, однако не появился ни один эксперт клана Хунь, даже голос Хунтянди ни разу не прогремел эхом. Тем не менее,
Жестокая и чудовищная аура со стороны крови становилась все более ужасающей с течением всего этого времени. На 7-й месяц напряженной атмосферы посреди моря крови в далеком небе наконец появилась рябь. Море крови бурлило. Посреди него возник водоворот. В скором времени из водоворота поднялся кровавый лотос большого размера. На нем сидел человек. С его плеч падали волосы кровавого цвета. Всем своим видом он напоминал демона над кровавым морем, что распустил свои крылья. Эта сила опьяняет. Человек медленно открыл глаза. Алый цвет глаз вызвал рябь посреди моря. Пространство за спиной Хунь-Тянь-Ди исказилось в тот миг, когда он открыл глаза. Из разлома вышел человек, окутанный черным пламенем. Все потомки кланов Лин, Ши и Яо уже сброшены в кровавый бассейн. Примерно 60% потомков жителей клана Хунь также сброшено туда. Однако подобный ход вызвал волну негодования, сказала пламя пожирания пустоты. Хунь-Тянь-Ди поднялся с кровавого лотоса и громко рассмеялся в небо. Следом он раскрыл рот, высвобождая силу всасывания. Массив черного пламени превратился в луч света и поглотился им. Аура, что как будто бы превосходила собой целый мир, вырвалась из тела Хунь-Тянь-Ди. Со стороны бездонного моря крови вырвалась гигантская волна. Хунь-Тянь-Ди повернулся в сторону земли, необычная улыбка всплыла на его лице. В то же время его голос, переполненный безграничной кровожадностью, разнесся по всем центральным равнинам во властной манере. «Запомните этот день. Сегодня я, Хунь-Тянь-Ди, приобрел могущество Бога». Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.